Всем привет! Это мое третье видео с Вовского Лычакова, с моей последней поездки. Я уклонилась от главной магистрали, свернула в один из переулков по правой стороне и вот увидела такую красивую виллу, которую не могу обойти стороной. Сейчас к ней подойду поближе и также вам покажу. Вход преграждают вот такие ворота. Здесь, такая калитка в форме ворот, а главный вход в виллу там по ступенькам вверх. Так что каждый прохожий не может подойти вот так к дверям. Здесь есть какой-то звоночек и вот такая калитка, брама на ключ. Здесь сюда бросали письма. Вот, если приходит почтальон. А мы идем с вами дальше по этой же улочке. Вот, улочка такая уютненькая, красивая. Вот еще остаются, здесь все дома с конца 19-го, начала 20 века. Вот это все оригинальные решетки палисадника, заборчики. Представьте себе, как это было раньше. Все в цветах, в кустах, в растениях. Вот такой здесь дворик, и я вижу открытые двери, поэтому, конечно же, также зайду вовнутрь, чтобы вам показать. Ну, вот такие реалии. Посмотрите, какие двери были раньше, красивые, деревянные, дубовые. Сейчас все вырвано с мясом. Вот, как и во всех домах, в которые мы с вами заходили, здесь типичная голубой краской покрашены стены, совершенно не подходит к этому интерьеру. Люди вот выставляют то, что могут, какую-то старую мебель, чтобы немножко облагородить интерьер, скажем так. Но можете себе представить вот такие лестницы, там выход во двор и в подвал, а квартиры вот такие лестницы. Смотрите, здесь были еще в форме паркета между этажами. На окнах решетки, вот такой дворик внутри. Есть какие-то деревья, то есть что-то там есть еще. На первом этаже это не мраморные, а вот такие какие-то кафельные плитки, а уже между этажами паркет. Так что это все блестело, это все было очень и очень в таком достойном виде. Дальше уже входить не буду. Вот выходим во двор. Вот покажу вам, как выглядит палисадник сейчас. То есть никак. Все заброшено, поросло. Все вот так вот, как сказать, уже ладаном дышит. Идем дальше. Но дома, мне кажется, это такие люксовские на вид. Наверное, здесь были очень хорошие квартиры. Такая тихая, спокойная улочка Лычаковская, очень такая огромная, громкая и такая загруженная. А здесь выйдешь пару шагов в сторону, относительная тишина, покой. Очень классно, что есть деревья. Перед вами главный корпус Львовского мединститута. Сейчас это называется медицинский университет. Но начало свое он берет еще с австро-венгерских времен. А даже польский король Казимир уже на базе Львовской академии хотел открыть медицинский факультет. Но все это начало уже приходить в жизнь, воплощаться в жизнь во времена Австро-Венгрии. И тогда при университете возник медицинский факультет. И только много-много лет спустя открыли отдельное учебное заведение Львовский мединститут. Если не ошибаюсь, то это произошло уже, когда Львов присоединили к Украине, то есть к Советскому Союзу тогда еще. Но вот это главное здание, и еще есть 3 или 4 зданий, принадлежащих разным факультетам, хистопатологии, анатомии, это немножко сбоку, не здесь, вот здесь главное здание, которое было построено в таком стиле неоклассицизма, очень такое красивое, впечатляющее. Но в каком состоянии вы видите сейчас, я еще зайду сейчас вовнутрь, чтобы вам показать. Сейчас здесь тоже действующая больница при университете. Вот мы зашли в главный корпус, здесь приемный покой. И вот так выглядит сейчас Львовский мединститут внутри.
Может, зайду еще наверх, посмотрю. Вот по таким старинным лестницам еще идем вверх. Широкие коридоры. Но все еще строилось как бы раньше. Такие были стандарты. Окна, вижу, поменяли, подоконники тоже. Этот мединститут находится в такой парковой зоне. Больные могли выйти, подышать свежим воздухом. Здесь очень так спокойно. И ну вот то, что видно, то, что могу вам заснять. Еще стульчики с советских времен стоят, которые помнят еще времена СССР. И тут еще такие стульчики. Ну вот, здесь аккумулируется то, что было в Австро-Венгрии, то, что было в Советском Союзе. Ну и вот теперь приходит также современность. Все в одном, все вместе, так скажем. Ну, будем потихоньку. Мы с вами сейчас находимся на улице Пекарской, и в завершении нашего сегодняшнего ролика я вам хочу показать, здесь открыли новый отель, посмотрите, флаги тут и польский, и английский, вот, и Евросоюза. Отель называется Шерлок Холмс, и его вот оформили в таком чисто английском стиле. Смотрится очень даже так привлекательно, скромно, но достойно. И на этой улице находятся все основные здания мединститута, о которых я вам рассказывала. Вот. А мы с вами идем в сторону Лычаковского кладбища, как раз по улице Пекарской. Поэтому буду вам очень благодарна за комментарии, за пальчик вверх. И обязательно встретимся в моем следующем ролике. И для этого обязательно не забудьте подписаться. Пока-пока.